для немусульман. Организован отдельный вход в мечеть. Он открывается в 8 часов утра. Вот осталось теоретически 1 минутка. Вот я смотрю, автобусы начинают подъезжать с туристами. Как это часто бывает, не разобрался на местности. Сначала зашел вот в эту первую маленькую мечеть, здание. Не знаю, как называется. Если это все мечеть, то вот эти сами здания, они как называются? Тоже мечеть? Так вот, зашел вот это маленькое здание, начал там фотографировать, снимать. Думал, это и есть, собственно, главная мечеть. А потом хоп наверх. А где купол? Купола нет. Понял, что-то тут не так. Сначала даже думал, вдруг не пустили меня туда, где, собственно, самое интересное. А потом так хопаньки. Оказывается, самое главное за ней спрятано. Вот это вот здание, мечеть. Вот оно, основное здание. А то было какое-то маленькое. Самая главная достопримечательность внутреннего убранства от этого основного, как называется основное здание, основная мечеть, наверное. Это вот этот ковер. Он состоит из 1 миллиарда 700 миллионов узелков. И его производство заняло 4 года. И ранее он был самым большим цельнотканным ковром в мире. Сейчас он спустился на 2-е место после мечети в Абу-Даби. В ковре использовано 28 цветов разных оттенков. Размеры получаются 70 на 60 метров. Вес ковра 71 тонна. Если он цельнотканный, то получается его ткали прямо здесь по месту? Или как его сюда могли занести? Краном, что ли? Лебедкой? Чуть-чуть уголочки загибаются. Может, так тяжело ж подогнать его. Может, он все-таки не цельнотканный? Одно из двух. Или же он не цельнотканный, потому что как иначе вот такие вот колонны внутрь засовывали. Или же он ткался прям по месту. Вот эта люстра основная, она высотой 14 метров, была произведена в Италии. И тоже ранее была в книге рекордов Гиннесса как самая большая люстра. Сейчас она уступила место люстре в мечети
Шейх Заида в Абу-Даби. Вес люстры 8,5 тонн. Состоит из 600 тысяч различных кристаллов. 1122 лампочки. Что вот это за маленькое здание такое? Что мало информации. Надо найти информацию. Почему это два здания? Может, пойти спросите? Can you please help me to understand? There is two buildings, main one, right? And this small one. Я разведал, я подползал. И как это я сам-то не догадался. Вот это маленькое здание, в которое я в первое заходил, это только для женщин. А то основное, то для мужчин. Соответственно, во время молитвы женщинам не разрешено заходить в то большое здание с куполом. Только вот в этом маленьком, где я только в самом начале заходил, которое без купола. Смотри, что пишут. Строительство началось в 95-м, закончилось в 2001-м. А в Википедии я вчера вычитал. В 94-м началось. 5 минаретов мечети символизируют 5 пилларс, столпов ислама. А 5 столпов ислама — это что у нас получается? Первое — это задекларировать, что ты мусульманин. Второе — это пожертвования. Третье — это рамаданный пост. Четвертое — это хадж. И пятое. А что же у нас пятое? Что же у нас пятое в столпе ислама? И пятое — это 5 раз в день молиться. Значит, главный... Они называют эти здания холлом. Холл. Пусть будет холл. То есть главный холл вмещает 6500 человек, а женский холл вмещает 700 человек. Внешний двор и внутренний двор, и коридоры, то есть вся эта площадь вмещает 12 800 человек. То есть общая вместимость этой мечети, включая холлы и наружу, это 20 000 человек. В Википедии написано, что люстра, основная люстра сделана в Испании. Основная люстра сделана в Италии. А здесь написано, что она была сделана в Германии с использованием кристаллов Сваровски, которые были импортированы из Австрии. Я остановился здесь, в гостиничке, недалеко от этой мечети, чтобы в нормальной одежде, не в мотоэкипе, идти гулять. Вот уже 10 часов. Я думаю, то ли мне продлить еще на одну ночь. Устроить сегодня дневку. Погулять по городу,
Вроде бы сегодня последний день дождей. С завтрашнего дня дожди кончатся. И можно спокойно ехать. В нормальном экипе. Без вот этой куртки, без штанов. Антидождя вот этого. В них жарко. Потому что дождь-то идет. А температура все равно приличная. 26-27. Вчера, по-моему, дождь был и под 30-ник была температура. Да еще и парит. Сейчас пока дойду. Здесь отельчик. Пешком идти минут 15. Не спеша. Сейчас пока дойду, подумаю. Продлевать. Хороший отельчик. И близко, и всего. Сколько я заплатил со всеми таксами? 10 реалов, по-моему. Нормально. Это получается там $3, даже меньше. Правильно? Подожди, сбрехал. $30. Меньше, чем $30. Если сейчас мне за такую же цену продлят, то я рассмотрю возможность еще ночь потусить здесь. И уже завтра стартану. Вот за вот этим домиком. Вот за вот этим вот. Сразу за ним с краю мой отель. А вот он. Вот она мечеть. Вот через эту большую дорогу перейти. И я в отеле. Рядышком совсем. Сегодня всю ночь шел очень сильный дождь с ветром. Хорошо, что я остался в Маскате. Сейчас парит. Я не знаю, сколько градусов. Мне кажется, там в районе 28 сейчас. Вот душное испарение, влага после дождя. Побыл 15 минут на улице и уже весь мокрый. Сейчас поеду позавтракаю. Нашел здесь место. Бейгл. Я так много слышал про вот эти бейгл. Это что-то типа вот булочки. Фастфуд. Очередной американский или европейский, я уж не знаю. И все хотел попробовать. И где я мог его найти? В Мускате. Так что сейчас еду, посмотрю, что это за бейгл такой. Позавтракаю. И буду продолжать путь дальше. Сегодня планирую поехать в Восточные Хазары. Я вот был в западных. Вот, то есть западные Хазары. Вот этот Джебель-Агдар центральный. Вот это 15-я дорога, по которой я приехал изнутри в Мускат. И вот тут разделяющий вот этим вот гэпом, называется гэп, долина. Восточные Хазары. Если ехать от Муската, получается будет где-то в районе 160 километров до въезда в эти горы. Так как сегодня опять шел дождь, возможно, там снова реки повыходили с берегов и будет непроезжабельно. Так что я еду до вот этой точки входа и там дальше сориентируюсь. Так что без фанатизма. Если уж слишком все там размыто, тогда буду ориентироваться по обстановке. Сейчас 28-29 градусов, ГГшек пишет. А здесь высота гор будет, ну и когда уже в сами горы заеду, где-то километр-полтора километра. То есть температура упадет где-то градусов до 20. Ну, это будет довольно приятно переночевать там. Так
Такая комфортная температурка. Вот такой вот бейгл. Получается такая булочка, бублик, как донаты в Тим Хортоне. И там начинка, как сэндвич. Мясо, сыр, бекон. Сейчас попробую. Очень похоже с лучком. Хорошая штука. Интересный фастфуд. Не зря зашел. Вчера, когда здесь по району гулял, увидел, как люди... Вот это все вчера было сухо, воды не было. Но подожди, видишь, я еду, блин. Не загнал меня в самую лужу. Подождал бы 3 минутки, что за люди? Вот. По району гулял, смотрю, таскают прям хлеб, лепешки. Один за другим, один за другим. Как мураши. Я думаю, видимо, ошибка, хорошие лепешки. Сейчас поеду, себе куплю такие лепешечки на вечер. Буду кушать. Местные. В смысле, не государственные, не магазинные, а вот какой-то, видимо, там местный пекарь пекет. Вот это все вот было вчера сухо. Вот хороший дождик ночью лил, прям очень хороший. Hello. Hello, how are you? Good. Fine. Can I buy bread? Yes. Yeah. How much? It's a big one, right? Bread. 2. 2 bread. Cook, yeah. Chief. Yeah. Yeah, sheep. Хорошая, горячая. Прям хочется попробовать прямо сейчас. Вообще какая хлебушек. Нашел источник воды. Мне нужно заезжать в магазин. Сейчас накачаю. Запасы пополню. В Рустак я решил не ехать. Тот городок, поселок, где тоже я хотел форт посмотреть и куда прокладывал дорогу из Альхамры, оттуда через горы, козью тропку такую, где мне посоветовали не ехать. Я что думаю, в Аль-Бахле самый большой форт посмотрел, в Низве вот этот круглый форт посмотрел. В этом Рустаге, ну, там особо ничего такого не будет. Плюс еще там помечено как temporary close. Может быть, даже вовнутрь нельзя попасть. Ехать по асфальту, по вот этой автомагистрали, чисто посмотреть тот форт, вроде как бы скучно. А по той козьей тропке, так как не поехал, поэтому Рустак исключил из списка. По крайней мере, на этот раз.
трассы сюда, в сторону гор. Вы еще пока на асфальтной дороге, но она сейчас закончится. Сейчас поставлю следующую точку с айпада на телефон, потому что у меня навигация сюда вот проецируется с телефона. Поэтому мне надо, чтобы точка была в телефоне. Вот здесь мне вот надо, по идее, свернуть. Так, здесь я уже наблюдаю промоины. Дорожка такая. Ну, как сказать, гравийная. Ну, ничего так вроде. Вон там вот места есть такие, где размыто. Там страшненько. Сейчас я туда пойду, посмотрю. Рытвины. Размыно. Большие камни. Вот здесь вот. Здесь рык и камни живые. Если только вот тут ехать, а потом вот здесь ехать. Потому что здесь камень большой. И там тоже начинается большой рык. Вот сюда выехать. Вот здесь только надо как-то умудриться мне. Не спеша, спокойно. И проехать. Опять же, клониться надо направо, потому что там будет нога висеть. И у меня опять уже есть опыт, когда здесь я застряну, начну падать, и нога мне не дотянется до пола. Надо мне сюда клониться. Потихоньку. Можно было бы, конечно, пробовать вот сюда. Вот. Тут какой-то камень, но в принципе потихоньку. Кстати, может быть, пробуйте сюда и проехать. Вот так, ехать. Здесь день. Да, наверное, я так попробую. Вот сюда, где вот этот большой камень. Я вот здесь попробую поехать. Вот здесь вот потихонечку. И туда. До сюда заеду, и там будет дальше что-то не то. Чтобы сейчас не топать. То, по крайней мере, здесь место нормально, чтобы развернуться. Так, ну что, так давай думай. Я же хотел без фанатизма. Тут вот попробовать взять. Ну да, без скорости. На ножках. Потихонечку, сцепление в серой зоне. Хопаньки. И попробовать доехать. Самое хреново, когда руль повернут, и в этот момент он заглохает. Это очень такой большой момент уронить байк.
Соскользнуло колесо. Тихо, тихо, тихо. Передняя нога не помещается. Чуть не упал на левую, на правую сторону. Фух. Так. О, это тяжело, конечно. О. Черт побери. Так, этот арк прошли. Но здесь вроде уже ничего, можно чуть-чуть побыстрее. Жих-жих-жих туда и упрыгать, да? Попробуем побыстрее. О. Проехал всего лишь один участочек. Всего лишь один участочек. Что там у нас дальше ждет? Ух, тут какие каменюки. Пойдем-ка мы посмотрим, что-то тут. Похоже, здесь вода бежала. Пойду прогуляюсь. Это мне надо вон на ту дорогу выйти. Она получше, но она недолго будет получше. Но будет. Вот для начала нужно решить вот с этими камушками. Тоже такие мелкие. Но здесь, в принципе, ровно, по крайней мере, они живые все такие. Гравейка прям. Ну и нормально. Я вот не пойму, вот это что тут за... Вот это вот что за кучка вот тут такая. Пойду посмотрю поближе. Так, здесь я точно не проеду. Здесь сантиметров 40 подскок. Однозначно, если только найти как-нибудь вот так. Сейчас посмотрю, если там воды нету, что будет. Вот здесь вот попробую. Вот эта вот дорога, видишь, где я нахожусь, вот она. Вот это вот. Она пунктирно точечная. Или я вот по этой еду, или, скорее всего, даже по этой. Это вот пунктирно-точечная, видишь? А вот эта дорога, которая там после нее, она пунктирная. То есть она чуть получше. Но эта пунктирная, она тоже будет недолго. Вот раз, и потом опять начинается пунктирно-точечная. Здесь. Поэтому я сейчас поеду. Возможно, такие переметы, они будут... Размывы, точнее, а не переметы. И дальше. Потому что дожди были в последнее время. Сейчас я здесь попробую съехать на большую дорогу. Чтобы не возвращаться там, где я сейчас тут вот мучился. Если что, вот так вот выехать. На асфальтную дорогу. Посмотрим, что здесь. Так, сейчас, значит, задача вот тут разобраться. Ну, давай, иншаллах. Потихонечку, не спеша. Опять же сцепление в серой зоне. Осторожно, руль повернут. Тихо, руль повернут. Если он решил поворачивать руль, с ним сопротивляться бесполезно. Байк, он становится устойчивым. О, видишь, тут уже нога висит.
когда он больше 30 километров в час едет. Так он не очень устойчивый. Вроде бы их. Да. До сюда еду спокойно. Руль сильно напрягаю. Руль напрягать нельзя. Вот здесь сейчас будет челлендж. Тихо, тихо, тихо. Вот здесь сейчас будет челлендж, конечно. Тут такие камешки сыпучие. И горка вниз. Интересно, что на камере горку вообще никогда не видно. Так, здесь у меня нога висит справа, обращаю внимание. Сейчас будет нога висеть слева. Я еще подвеску поставил на максимум, чтобы он не цеплялся. Камни же здесь все-таки. Соответственно, он стал выше. Тихо, тихо, тихо. Чуть не уронил. Ну все, ГГшек, нам назад уже поздно. Ну еще вариант, кстати, я могу слезть. А? Это хороший вариант, кстати. Это тоже интересный вариант, если слезть и идти. Будет ли это более эффективно? Тихо, тихо, тихо. По-моему, это была дурная затея встать или нет. Муравьиным шагом. О, ГГшечка. Блин, чувствую, что-то будет нехорошее сейчас, а? Кстати, мне еще говорили, можно пробовать на этом, на скорости, на заглушенном. Я где-то читал умных дядек, только если он едет. Вот тут, блин, такая большая яма. Тут упасть, блин, можно будет очень-очень опасно. И прямо что-то мне сдается, что он хочет, потому что сейчас сюда будет левое колесо идти. Что-то я тут как-то, по-моему, неправильно придумал стратегию, а? Как бы мне... Ну да, он, смотрю, он мне по пояс здесь с этой стороны. С одной стороны, сидя было бы тяжеловато. Сейчас я здесь прям это... На грани, на грани. Вот видишь, руль захотел повернуть, ты его повернул сюда. Что бы я ни придумал, ГГшек у тебя только вперед в такой ситуации. Заднего хода у тебя нету. Наверх я тебя не вытолкаю. Только мы вот так вот с тобой. Я вот реально смотрю на переднее колесо и прям сантиметр вращения его. Каждый сантиметр его вращения отслеживаю. Не. Если там дальше такие же промывы, надо что-то искать. Какие-то нам другие. Видимо, после таких дождей
Восточные Хазары надо оставить на другой раз. Да, тут главное не спешить. Иногда кажется, что слишком медленно, хочется начать спешить. А это не надо делать ни в коем случае. Без фанатизма, говоришь? Не, ну сказал без фанатизма. Значит, без фанатизма. Значит, надо такие заканчивать такие эксперименты, особенно когда опыта нет нифига. Тихо, тихо, не спеши, не спеши. Это кажется, что там все уже закончилось, а нифига там. О, тихо, тихо, тихо. Чуть на обратную сторону не бросил горбешечку. О, какой-то чувак едет. Но тебе придется долго ждать. Я тут, видишь, мучаюсь. Hello? Да, у тебя 4 на ведущий, как всегда. А у меня... Я думал, он будет меня ждать. Хорошо, что проехал. Я не люблю, когда над душой стоят. Вроде бы прошел тяжелый участок, можно было бы сесть, но я не знаю, как мне сесть. Потому что надо сцепление держать и тормоз держать. Вот, здесь теперь можно. Я забыл, говорил, заглушить тяжело. Я забыл про kill switch. У меня же есть kill switch, чтобы под правую руку, если нужно заглушить. Не обязательно кнопкой. О. Так. Так. По-моему, 80 уровень прошел. Сейчас там должно быть чуть-чуть скользко. Но я думаю, там не так сложно. Но нельзя расслабляться. Когда кажется, что не так сложно, оно оказывается еще сложнее. Выехал. Да эта дорога, смотри, она хорошая считается. Но размытая вот тоже какая. Не знаю. Мне кажется, нужно разворачиваться. О, тяжело как. Сюда хорошая горка, кажется, с которой я съезжал. Прям приличная. Надо было сюда ставить камеру. Как я там мучился. Хороший там такой прям скос. Я думаю, что так оно тяжело идет. Вот. Сейчас я вот здесь попробую проехать, посмотреть, что там с дорога. Сомневаюсь, что там что-то будет поприличнее, чем я вот здесь прошел. И если там все такое же, вот по этой сейчас выйду на асфальт. И в горы, ну там с той стороны гор, через горы, вроде бы там есть асфальтная небольшая дорога. По крайней мере белая, она показана на Google Maps. Вот по этой белой попробую поехать. Там тоже 1700, 1600, то есть она в горы там идет. Посмотрю другой вариант. Здесь пока я не готов к таким серьезным испытаниям. Там опять он размоено, вот здесь вот. Так что опять придется там муравьиным шагом. Так что это не дело. Развернусь. Попробую поехать по этой дороге обратно на асфальт. Не как я сейчас приехал, а вот по вот этой дороге. Я, правда, не заметил, откуда машина-то приехала. Получится ли мне выехать по этой дороге? Что-то мне не хочется ехать обратно.
как я сейчас мучился. Так, что у нас тут такое? А тут какие-то валуны прям, я не знаю, как здесь. Вот сюда, опять же, муравьиным шажком мучится. А вон там дальше в горку подниматься. Вот тут в горку надо будет, конечно, на первой и гнать. Гнать. Да. Ну что, а здесь попробую проехать, что делать. Что-то мне там опять обратно не хочется ехать, где я сейчас мучился. И там подъем будет сложнее, чем вот этот. Здесь он вроде бы попроще. Вот здесь надо как-то потихонечку справиться. Смогу ли я слезть теперь? Теперь слезть. Во. Сейчас я опять в такой же ситуации. Потому что высоко сильно. Видишь, у меня по пояс. Да, тут камешки, конечно. Но здесь, похоже, текло, вон я лужи вижу. Всю ночь. Да какой всю ночь? Последние 4 дня, похоже. Каждую ночь. Бывать. О, если бы не стоял, точно бы сейчас уронил его. Если бы сидел. Тихо. Падает. Фу. Если бы не упирался, опять бы уронил. Фу. Стоит рулю загнуться и остановиться, все. Делать джаман. А почему он загнулся? Там у меня камень, что ли, под рулем? Или что-то у меня? Сесть бы все-таки. Вроде достаю нормально. Фу.
здесь я мимо проехал. Осталось закарабкаться туда. Будем карабкаться в горку спокойно, без нервов. Собраться. И главное, закоммититься и пойти. Там уже назад ходу не будет. Только вперед, только вперед. Закоммитился и пошел. Готов? Поехал. Все, собрался, пошел. Давай, давай, давай. О, ГГшка, да ты прям как будто по асфальту пошел по тем камням. Я так боялся, так боялся. Вон он, асфальтик. Надеюсь, до асфальтика у нас больше не будет приключений. Или будут? А? Что тут такое? Давай-ка посмотрим. Ух, ешь дрын вагон. Ешь третий вагон. Тут что-то жесткач какой-то. Ты видишь, не? О, тут еще посерьезнее будет, чем я сейчас там ехал. Потихонечку, потихонечку. Какие тут камни большие. Все размыли. Тише, тише, чуть-чуть осталось. Не торопись. Осталось совсем капелька. Контролируй ситуацию. Тоже так размыто под конец. Надо выбрать хороший момент. Здесь, похоже, тоже размывал, но ее почистили какая-то, потому что основная дорога. А некоторые машины, видишь, даже бросили, видимо, они утром не могли здесь проехать. Все, я выехал на асфальт. О, вот это была, конечно, разведка боем. Это была разведка боем. Ой, чуть-чуть передохнуть. Сейчас посмотрю еще раз опять дорогу, как перекину ее на навигатор. Уже, похоже, темнеет. Сколько я тут? Часа 3 колупался, наверное. Уже 5:30, 4 часа, наверное, колупался. И будем двигаться по асфальту.
в направлении не знаю куда. Уже будет темно через час. Ехал на кампинг-спот. Вот здесь сложненькая дорожка, и я упал. Не знаю, смогу ли. Колесо это висит, поэтому я не получается у меня поднять его. Hello. Yes, please. Huh? Just fall down. Huh? Can you just pull there and I will hear, okay? It's also here. Yeah. Now let me, I will put it here. Just a second. 1 second. Yeah. Thank you. Keep it. Sorry. Take it.